Сегодня, в наши дни, когда мы успели узнать так много про смертельные вирусы Эбола, SARS, MERS и COVID-19, сложно поверить, но на территории России в 20 веке было не так много эпидемий. Среди них эпидемия тифа в Новониколаевске в конце десятых годов, эпидемия оспы в Москве в 59 и 60 годах, а также самая крупная вспышка сибирской язвы за всю историю – эпидемия, которая произошла в 1979 году в Свердловске. Все началось 4 апреля, когда в больницу номер 24 начали поступать больные с довольно обычными симптомами – высокая температура, кашель, затрудненное дыхание. Сперва предполагалось, что у пациентов пневмония, но уже через несколько дней люди начали умирать. Это было очень странно, ведь воспаление легких было не такое смертельное заболевание, чтобы за пару дней убить несколько пациентов в одной больнице. Тогда, 10 апреля, было произведено вскрытие первого погибшего. Патологоанатомы один за другим отметали различные диагнозы, пока не остался один вариант, который не получалось отбросить – сибирская язва. В этот же день в 40-й больнице умер пациент с похожими симптомами, и после его вскрытия вероятность этого заболевания еще больше увеличилась. Все выяснилось через 2 дня, когда были готовы бактериологические анализы, и версия с сибирской язвой подтвердилась. Число умерших продолжало увеличиваться, и эту проблему заметили на государственном уровне. 12 апреля в Свердловск приехала бригада специалистов во главе с главным инфекционистом СССР Никифоровым. В этот же день вышло постановление с подозрением на сибирскую язву привозить в отдельный корпус 40-й больницы. Власти сразу взялись за борьбу с опасной бактерией. Весь район Керамики начали тщательно обрабатывать хлоросодержащими средствами. Ими чистили дороги и стены домов, мыли даже крыши. В считанные дни на грунтовых дорогах уложили асфальт. Снятый грунт увозили за пределы города. Была объявлена массовая вакцинация. Людей не допускали до работы без справки о прививке. Всего за период эпидемии было привито 80% населения Чкаловского района. Из Москвы было привезено большое количество дорогостоящих антибиотиков, которые были недоступны региональному городу. С помощью них удалось спасти некоторых пациентов, которые заразились сибирской язвой. Но также это помогло вылечить больных с другими заболеваниями, которым раньше было невозможно получить качественные антибиотики. Слухи расползались быстро, и весь город жил в страхе. Некоторые жители Чкаловского района даже уезжали из города. Но откуда на Урале появилось это довольно редкое заболевание? Государство сразу начало выдвигать свою версию. Причина вспышки – зараженный скот. Эта версия имела под собой какое-то обоснование, ведь по данным ветеринарной службы, от сибирской язвы 6 апреля животные действительно умирали в 9 населенных пунктах южнее Свердловска, после чего началось массовое уничтожение скота. У частных владельцев мясо принудительно изымалось. Продажа его в Чкаловском районе прекратилась. Трупы животных сжигали на окраине каждого из населенных пунктов. По городу велось оповещение о том, что купленное недавно мясо нельзя есть, и его необходимо выбросить. Версия с зараженным скотом была достаточно убедительной, и население верило в нее до 90-х годов. Но есть одна нестыковка. Причиной такого большого количества смертей не мог быть скот, так как после вскрытия по определенным факторам выяснилось, что споры попадали в организм ингаляционным путем. Это приводит нас к наиболее вероятной версии, которая была выдвинута американским ученым-генетиком и молекулярным биологом, профессором Гарварда Мэтью Мезельсоном. Он добивался возможности приехать в Свердловск еще с 1986 года, но тогда город был закрытым для иностранцев, и попасть в него ему удалось только после развала Советского Союза. В 1992 и 1993 годах Мезельсон был в Свердловске и тщательно изучал местность и опрашивал родственников погибших. В 1994 году журнал Science опубликовал его статью о вспышке сибирской язвы в Свердловске, в которой описывается, как он нанес на карту всех погибших по месту жительства и месту работы, а также скот, который умер в те дни. Получилась интересная картина, что все точки находились примерно на одной линии к юго-востоку от определенного объекта. Центр военно-технических проблем биологической защиты, или как он назывался раньше, Свердловск-19. Именно в нем разрабатывалась вакцина от сибирской язвы, а возможно и биологическое оружие. Профессор Мезельсон сравнил метеорологические данные по первым дням апреля, и направление ветра 2 числа точно совпадало с областью погибших людей и скота. В самой статье не было обвинений, но картина вырисовывалась следующая. 30 марта, в пятницу, когда производство спор сибирской язвы было временно приостановлено,
Неожиданно один из работников лаборатории снял загрязненный фильтр, предотвращавший выброс спор в окружающую среду. Сотрудник ушел и не оставил соответствующей записи в лабораторном журнале. Работник смены, которая была 2 апреля, в понедельник, ничего не подозревая, включил оборудование. И только через несколько часов обнаружил, что фильтр не установлен. За это время в атмосферу успели вылететь миллионы частиц сибирской язвы. Ветер в этот день был юго-западный, и выброс захватил южную часть города и несколько населенных пунктов области. Остается один непонятный фактор. Почему люди продолжали умирать даже спустя месяцы после предполагаемого выброса в атмосферу смертоносных спор? Последняя смерть датируется июнем 79-го, то есть спустя 2 месяца после выброса. До этой вспышки все данные о сибирской язве основывались на экспериментах над животными или отдельных случаях заражения людей. Как ни печально это звучит, но благодаря этой эпидемии медицине стало известно, что инкубационный период может составлять не 2-3 дня, как считалось раньше, а гораздо больше. До 8 недель спора может находиться в легких, не вызывая болезнь, и только после того, как она переходит в бактериальную форму, она становится патогенной. Этот срок зависит от дозы полученных спор и состояния здоровья человека. Так сколько же человек погибло от этой эпидемии? Тут данные разнятся от 64 до сотни. Как заявляет бывший главный патологоанатом Екатеринбурга Лев Гринберг, на то время, будучи рядовым патологоанатомом, его бригада проводила вскрытие каждого умершего из сибирязвенного корпуса. И это помогло определить, что не все умерли от сибирской язвы. По его утверждению, погибших было 66 человек. Возможно, еще несколько людей не попали в статистику по различным причинам, но не больше 10. Итого около 76. Это немало, но это не сотни и не тысячи, о которых до сих пор ходят слухи. Надеяться, что данные об этой эпидемии когда-либо будут рассекречены, едва ли приходится, потому что это повлечет много вопросов со стороны мирового сообщества, и в частности Конвенция о запрете разработки биологического оружия, которую СССР подписал еще в 1972 году. Скорее всего, данные уничтожены, и точного ответа мы не узнаем никогда. Спасибо за просмотр. Это мое второе видео из серии «Истории Екатеринбурга». Предлагайте, о чем снять в следующий раз. Посмотрите выпуск о взрыве на сортировке, который произошел в 1988 году, и подписывайтесь на канал, я тут снимаю много интересного о Екатеринбурге.